Война. День 370. Ситуация на фронтах. Альянс Свободы. Первые танки Леопард-2 уже прибыли в Украину. Их передала Польша, и всего ожидается 14 танков Леопард-2 А4. Остальные прибудут в течение нескольких недель. Но куда более важна передача польских танков ПТ-91 «Тварды» в количестве 60 штук, которые также должны прибыть в скором времени. ПТ-91 – это современная польская модификация советских Т-72, которая включает современную электронику в виде тепловизоров, ночного видения и системы управления огнем, а также установку дополнительной динамической защиты и улучшенного двигателя. Важность этих танков в том, что их много и украинским танкистам не требуется переучиваться на них, что позволит отправить эти танки сразу на фронт. Воздух. На днях на военном аэродроме в Беларуси произошел взрыв. Сообщается о повреждении российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50У. И хоть кадров, подтверждающих это, нет, судя по сообщениям со всех сторон, это действительно так. Данный самолет помогал россиянам совершать ракетные атаки и следить за воздушным пространством Украины. Всего у России 6 таких самолетов, поэтому потеря одного вряд ли сильно изменит ситуацию. Тем не менее, это очень дорогая и редкая техника, потеря которой весьма болезненна. Сегодня сообщается о взрывах на территории России, сразу в нескольких местах. Так имеются кадры последствий на нефтебазе в Туапсе. Вероятно, удары были нанесены с помощью беспилотников. Один из них упал в Московской области, быть может зацепившись о деревья, так как летел на сверхмалой высоте. Восток. Продолжаются приграничные обстрелы Черниговской, Сумской и Харьковской областей. Бои идут по линии Сватово-Кременная. Тут была отражена атака россиян на Стельмаховку, и за последние дни продвижений никаких не зафиксировано, как и на правом берегу Северского Донца, в районе Белогоровки и Верхнекаменского. А вот на севере Бахмута россиянам удалось еще больше расширить выступ и прорвать украинские позиции в Ягодном, после чего тем пришлось отступить и подорвать дамбу, дабы усложнить продвижение россиян. Буквально через день в сети стали появляться сообщения о украинской атаке на этом же направлении и даже о якобы окружении там россиян. Но никаких кадров, подтверждающих это, не поступало. К тому же эта атака выглядит абсурдной с учетом подрыва дамбы и затопления территории. Продвигаться там сейчас вряд ли получится. На южной окраине Бахмута россияне продолжают предпринимать попытки по перерезанию трассы на Константиновку, но тут успехов у них нет. Ситуация в городе остается сложной, но дорога для снабжения все еще есть. Дальше бои в районе Авдеевки, где российские войска особой активности не предпринимали, а вот в Угледаре россияне снова атаковали, хоть и значительно меньшими силами, но с тем же предсказуемым результатом. Дальше обстрелы вдоль линии фронта, в том числе правого берега Днепра, включая город Херсон, но продвижений там не было. Хотя с Днепровских плавней поступают кадры боев за острова, но это скорее локальные столкновения, никак не влияющие на общую ситуацию. Спасибо за просмотр, буду благодарен поддержке видео лайками, комментариями, подпиской и колокольчик тоже не забывайте.